Привет, друзья! Вы когда-нибудь слышали о стране, где король может выбрать себе новую жену на масштабном фестивале, а полиция проверяет, что у женщин под юбкой? Нет, это не сценарий фильма, а реальность. Сегодня мы отправляемся в Эсватини, маленькое, но невероятно интересное государство в Африке, которое удивит вас своими традициями, законами и контрастами. Представьте, страна, где король владеет состоянием в сотни миллионов долларов, а большинство жителей живут на $2 в день. Где многоженство – это норма, а интимные отношения до 21 года – строгое табу. Где лев и слон на гербе символизируют единство нации, а рейнджеры с оружием охраняют природу, имея право стрелять на поражение в браконьеров. А еще здесь есть запрет на европейское нижнее белье, ведьмы, которые могут летать на метле, но не дальше 150 метров, и петухи, которые не имеют права кричать слишком громко, чтобы не беспокоить короля. Звучит как фантастика, но это лишь малая часть того, что делает Эсватини уникальной. В этом видео мы разберемся, почему эта страна сменила название с Свазиленда на Эсватини, как ее король выбирает жен на фестивале «Танец тростника», и почему здесь каждый четвертый житель заражен ВИЧ. Вы узнаете, как Эсватини сочетает древние традиции и современные вызовы, и почему ее называют крепостью Африки. Так что устраивайтесь поудобнее, ведь впереди вас ждет путешествие в страну, где реальность порой оказывается страннее вымысла. Поехали! Эсватини – это небольшая, но удивительно интересная страна, расположенная в Африке. О ней стоит узнать больше, ведь она полна необычных традиций и законов, таких как, например, запрет на ношение нижнего белья. Давайте разберемся подробнее. До 2019 года это государство было известно как Свазиленд, что переводится с английского как «земля народа Свази». Однако название было изменено на Эсватини, чтобы избежать путаницы с английским словом «Свитзерленд» – Швейцария, так как они звучат слишком похоже. Большинство жителей Эсватини составляют представители народа Свази, который принадлежит к группе банту. Их ближайшими этническими родственниками являются зулусы и каса из ЮАР. Древние предки народа Свази появились на этих землях около 200 лет назад, следуя волне миграции банту. Изначально они обитали на побережье Индийского океана, но в 15 веке под натиском воинственных зулусов были вынуждены переселиться на территории, которые сегодня составляют Эсватини. Помимо народа Свази, важным символом страны является ее герб. На нем изображены лев и слон, которые олицетворяют королевскую власть и единство нации. Лев держит щит лапой, а слон – хоботом и бивнем. Венчает композицию шляпа короля, напоминающая по форме ананас. Внизу герба размещен девиз, который на языке свази означает «Мы – крепость». Эсватини расположена между Южноафриканской республикой и Мозамбиком. Население страны составляет около 1 200 000 человек, а ее площадь примерно 17 тысяч квадратных километров, что чуть больше, чем территория Чеченской республики. Интересно, что государство Свази существовало задолго до прихода европейцев в Африку. С начала 15 века здесь правила династия Дламини, которой принадлежит и современный королевский дом. В XIX веке Эсватини попала под влияние Британской империи и оставалась колонией вплоть до обретения независимости в 1968 году. Эсватини – страна с высоким уровнем бедности. Средний доход здесь составляет около $2 в день на человека. Общественный транспорт практически отсутствует, половина населения не имеет работы, а каждый пятый житель остается неграмотным. Король Мсвати III, который правит с 1986 года и носит титул «Лев», входит в число самых состоятельных монархов мира. По оценкам Forbes, его состояние оценивается в пределах 110–120 миллионов долларов. Этот контраст между богатством правящей элиты и бедностью большинства населения впечатляет, не правда ли? Эсватини – это монархическое государство, где власть короля не ограничивается символическими функциями. Здесь действует дуалистическая монархия, и правящий король Мсвати Трастии не только исполняет представительские обязанности, но и принимает ключевые решения. Хотя формально он консультируется с парламентом, это единственный в Африке монарх, сохраняющий полную власть. Несмотря на массовые протесты, его режим остается неизменным. В Эсватини многоженство для короля – вполне законная традиция. Даже несмотря на формальное христианское вероисповедание, у короля Мсвати III
По разным источникам, от 1 до 15 жен, которые родили ему около 60 детей. Однако не все браки короля складывались гладко. Одна из его жен была вынуждена отказаться от своего статуса, когда выяснилось, что на момент свадьбы она была несовершеннолетней, младше 18 лет. За это королю пришлось заплатить штраф в виде коровы. Еще одна супруга была изгнана после того, как ее уличили в измене с министром юстиции. Каждое лето король Мсвати III выбирает новую жену на традиционном празднике, который называется «Танец тростника». Это масштабное событие длится 3 дня, и в нем участвуют десятки тысяч девушек, которых привозят со всей страны. По сути, это массовые смотрины, где король делает свой выбор среди множества кандидаток. Каждая новая супруга короля получает в подарок роскошный дворец и дорогой автомобиль. Неудивительно, что многие девушки мечтают попасть на фестиваль, надеясь, что их танец привлечет внимание Его Величества. Кстати, у Мсвати III сравнительно скромные аппетиты в этом вопросе. Его отец, король Собхуза II, был куда более амбициозным. Он успел взять в жены около 70 женщин, которые родили ему 210 детей. Так что наследнику есть к чему стремиться. В Эсватине законом строго запрещены интимные отношения для лиц младше 21 года, и это не случайно. В стране крайне высокий уровень распространения ВИЧ, каждый 4-й житель заражен, что является мировым антирекордом. Несмотря на усилия врачей и пропаганду контрацепции, борьба с эпидемией ВИЧ остается малоэффективной. В обществе укоренилось убеждение, что нужно активно размножаться, часто меняя партнеров. Попытки помочь пострадавшим от эпидемии предпринимаются, но они недостаточны. Например, на средства Евросоюза был создан город Бюлибю, где живут многочисленные сироты, потерявшие родителей из-за ВИЧ. Эсватини разделена на 4 крупные провинции, названия которых звучат для русского уха довольно забавно – Хохо, Лубомба, Манзини и Ши-Селвени. Каждая из них имеет свои уникальные особенности, но все они объединены общей культурой и традициями. Для защиты природы в Эсватине существует специальная служба рейнджеров, оснащенных современным оружием. Эти отряды, своего рода эскадроны смерти, борются с браконьерами в национальных парках. Закон позволяет рейнджерам ликвидировать любого, кого заподозрили в браконьерстве, прямо на месте. Без таких жестких мер сохранить местную дикую природу было бы невозможно. В Эсватине также существуют специализированные учебные заведения для детей, куда можно попасть даже за незначительное непослушание в быту. Эти учреждения строго контролируются государством и призваны воспитывать дисциплину у подрастающего поколения. Кроме того, в стране действует запрет на ношение европейского нижнего белья женщинами. Проверку этого правила проводит местная полиция, чиновники и военные. Если белье найдено, его немедленно снимают. Причиной такого запрета считается мнение, что европейское нижнее белье – это пережиток, нарушающий традиционные африканские обычаи и якобы вызывающий болезни и бесплодие у женщин. С начала 2010-х годов в Эсватине женщинам также запрещено носить брюки и короткие юбки, поскольку власти считают, что такая одежда провоцирует мужчин на насилие. Нарушение этих правил может стать причиной ареста. В Эсватине существуют и другие необычные запреты. Например, колдовство в стране строго запрещено, а ведьмы, если верить законам, могут летать на метле не более 150 метров. В столице страны, Мбабане, запрещено держать больше 10 кур, а также разводить петухов, так как их крики мешают покою короля. Эсватини не славится своей дикой природой, как некоторые другие африканские страны, но здесь можно встретить горы, саванны, крокодилов, слонов и зебр. Правда, морского побережья здесь нет. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше путешествие в Эсватини, страну, где традиции и современность переплетаются в самых неожиданных формах. Мы узнали, как король выбирает жен на фестивале «Танец тростника», почему здесь запрещено носить европейское белье, и как рейнджеры охраняют природу, рискуя своими жизнями. Эсватини Такясья – это место, где каждый закон, каждый обычай и каждый пейзаж заставляют удивляться и задумываться.
Если вам было интересно, поставьте лайк этому видео. Это поможет каналу Трипазия расти и показывать вам еще больше удивительных мест со всего мира. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы уже готовим для вас новые маршруты, полные приключений, загадок и невероятных историй. А еще у нас есть канал в Telegram, где мы делимся дополнительными материалами, интересными фактами и анонсами будущих видео. Ссылка на него ждет вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего самого интересного. Спасибо, что были с нами сегодня. До встречи в новых путешествиях. Пока.